Всем привет! Я решил снять видео о том, как можно сделать в домашних условиях, без специального оборудования и дорогих инструментов, вот такой вот арбалет пистолетного типа. Это оружие отличается своей простотой, надежностью, бесшумностью, а также дешевизной выстрела, поскольку болты арбалетные, самодельные, могут служить буквально годами и пережить тысячи выстрелов, если, конечно, они правильно сделаны, а мишень является адекватной прочности наконечника. Смотрите далее, что для этого понадобится и как я это все делал. Это кусок двуручной пилы, или как ее еще называли, пила «Дружба». Она была предназначена для распиливания крупных бревен. Это углеродистая сталь. Я нанес кое-какую разметку и сейчас ее порежу. То есть мне нужно получить с нее 3 полосы. С помощью глубиномера штангенциркуля я выставил точно 3 сантиметра. Вот эта пластина, она служит двум целям. Это, во-первых, то, чтобы была точная ровная линия. Другое, это то, что частично поглощается тепло, которое вырабатывается при резании болгаркой. Также нельзя задерживать болгарку на одном месте, потому что это приведет к раскаливанию и отпуску стали. И она потеряет свою упругость. Все 3 полоски я зажал на канцелярские зажимы, чтобы все плотно удерживалось. До этого, естественно, я поставил на ровную поверхность и зафиксировал. Теперь я проведу обточку этого дела на электроточиле, то есть подровняю немножко, чтобы было все идеально ровно. Пластины электроточилом я отлично выровнял. Все получилось достаточно ровно, я это проверил штангенциркулем. Следующее, что я сделаю, я взял алмазный надфиль и им вот эту острую закраину уберу, потому что ею можно пораниться в процессе дальнейшей обработки. И так я проделаю абсолютно со всеми пластинами. Все 3 пластины я начисто обработал наждаком, то есть убрал всю ржавчину, которая была. И я провел испытание. Я взял дугу и вот таким вот образом об колено попытался изогнуть. Видите, получается что? В центре вот эта часть изгибается хорошо, а дальше она практически не изгибается. Оно и понятно. Эффект рычага все-таки. И здесь, для того, чтобы рабочий ход тетивы был максимальный, нужно сделать немножко обточку. То есть, получается таким образом под углом обточить, чтобы вся дуга полностью изгибалась и работала. То есть, опружиняющий эффект был максимальный. Для этого я сточу вот эти части.
Сверлилочка у меня очень маломощная, потому пришлось поочередно два сверла применять. Одно по плитке, второе по бетону. И оба отлично сверлили каленую сталь. Теперь я разверну это все дело до 8 миллиметров. Этот брусок будет служить ложем арбалета. Я так понял, что это дерево из твердых пород. Я думаю, те, кто разбирается в дереве, скажут в комментариях, что это такое. В общем-то, в бруске я сделал разметку и осверлил отверстие. Не сквозное, естественно, диаметром 12 миллиметров. Все это дело я подогрел и обработал свежей эбоксидкой, то есть которая только-только была смешана с отвердителем. Это нужно для того, чтобы она хорошо впиталась и прочность в этой части была максимальная. Впоследствии в это отверстие я налью эбоксидки и вставлю вот эту вот часть. Это, я думаю, как вы узнали, те самые гайки, которые я обточил в токарном станке на оправке с резьбой. Резьба М8. Это крепежный винт, собственно. Обтачивал я таким образом. Для чего? Чтобы, когда он будет погружен в эбоксидку, она максимально хорошо зафиксировала эти винты. И от динамической нагрузки это дело не смогло никуда сорваться. Я думаю, это понятно. Также жировой смазкой вот такой вот я обработал сам винт. Так, чтобы эбоксидка, попав на резьбу, не смогла настолько крепко к нему приклеиться, что его выкрутить просто потом не получится. И сами гайки автоматически, когда я их накручивал, тоже получились жирными изнутри. Даже если где-то эбоксидка подтечет, приклеиться хорошо к ним она не сможет. То есть винт я смогу спокойно выкрутить. Эбоксидку я использую самую обыкновенную ЭДП-20. Внутри все хорошо приклеилось. Избытки смолы, которые здесь выступили, я их аккуратно убрал ножом. Эпоксидка была немножко подстывшая, то есть она уже не была самая свежая такая, но она была достаточно текучая. Винт мне удалось буквально выкрутить пальцами после того, как все это дело застыло. Вероятно, по той еще причине, что когда он немножко постоял, то я тут все прогрел хорошо, чтобы оно ускоренно застывало. Значит, теперь я сделаю следующее. Теперь я буду делать тетиву. Я купил нержавеечный тросик с сечением 2 мм. Здесь у меня, как вы обратили внимание, есть специальные прорези. Эти прорези нужны для того, чтобы тросик удерживался, или будущая тетива, как говорится, на месте. Я вставил его по линейке. Присмотрел 4,5 см, чтобы на сторону приходилось. Хорошо прижал. Раз изогнул, второй раз изогнул. И у меня получились два загиба. Делал это все руками. Далее я это дело превращу в 2 петли с двух сторон.
Для склеивания тросика, вернее его петель, я использовал клей ПВА с добавлением хромпика. Вот он полежал на плитке и уже достаточно хорошо подсох. То есть вот эти части, они уже стали полностью сухие. Я думаю, можно будет, когда он полностью остынет, испытать и посмотреть, как правильно одевать такое дело на арбалет. Тросик одевается очень просто. Вот в эти две проточки, вот таким вот образом он защелкивается. Раз. Во-вторых, переворачивается и одним плечом упирается в поверхность и рукой натягивается. Теперь пришло время сделать направляющую для стрелы. Будет находиться она сверху ложа, над ней будет проходить тетива. Это алюминиевый уголок. И его я, в общем-то, сейчас доведу до кондиции. Вместо него можно использовать, например, металлический уголок или шампур. Вот таким вот образом изогнутым. Алюминиевый уголок, который будет служить направляющей для стрелы, я приклеил на эпоксидную смолу. Ту самую проточку, которую я сделал вот этой стамеской. Или еще можно назвать это штихелем. Теперь оно будет застывать. Я в это время займусь рукояткой. Ее я купил на барахолке, буквально там за 40 центов, по-моему. Вот. Она сделана с дюрали, и мне она очень понравилась, и стоила при том, получается, копейки. Рукоятку я подшлифовал. Вот эту борозду изнутри фрезой я сделал для чего? Чтобы когда эпоксидка будет залита и застынет, она очень прочно удерживалась. И эта часть не могла выскочить вместе с крепежным винтом. Сейчас я все это дело залью эпоксидкой, кусочки стеклоткани. Я пробойником сделал дырочку. Я это дело наложу на винт так, чтобы все очень прочно было потом. Сейчас винт у меня приклеен на суперклей. Я его точно выставил, чтобы он идеально ровно шел со всех сторон. То есть, когда я буду вкручивать рукоятку, чтобы не было ни люфтов, ни заеданий никаких. То есть, чтобы было все очень ровно. Это углубление будет служить для того, чтобы в него могла заскочить тетива, после чего она будет вытолкнута и будет двигаться и двигать перед собой болт. Значит, я еще что здесь делал? Я после того, как выстрогал, я обработал это напильником. То есть, как бы немножко скруглил здесь так, чтобы максимальная была площадь сопротивления. Это я впоследствии обработаю эпоксидной смолой свежей, так, чтобы она вся впиталась. Избыток я вытру, и она застынет у меня. Вот эту часть я обработал плоским рашпилем.
просверлил отверстие для рукоятки. В общем-то здесь, вот в этой части, я делал точно так же, как и в этой. И залил эбоксидкой, там гайки находятся обточенные так, чтобы можно было закручивать рукоятку. Здесь я, кстати, не только винт сам обмазал в жировую смазку, но и вот эту нижнюю часть, так, чтобы можно было выкрутить. Хотя я не рассчитал, эбоксидки здесь получилось слишком много, и она выдавилась, и она немного приклеилась. Но эту проблему я решил таким макаром. Я взял, поставил это дело и рукояткой самого молотка, легонечко постукивая на выкручивание, это все дело выдвинулось и раскрутилось нормально. В общем-то, теперь, можно сказать, это съемная рукоятка, которая, я думаю, очень будет удобна в транспортировке. То есть отделяешь ее и несешь все это дело в пакете. Значит, вот эта штука наклеенная, это 2 слоя ткани, обработанной ПВА с хромпиком. Она будет служить для гашения динамических нагрузок. Но это даже не самая главная плоскость. Вот самое главное, это шайба. Я ее выточил из стали 45. И, в общем-то, здесь я наклеил тоже 2 слоя этой ткани, предварительно пробив пробойником отверстие. 2 слоя надо для того, чтобы когда плечи во время выстрела выпрямляются, они как бы идут немножко вперед по инерции. И каждый раз они будут совершать удар. И чтобы этот удар гасился, вот эта штука нужна. Это можно заменить черной резиной от камер, например. Вместо ткани, пропитанной ПВА, если вам не хочется возиться, и резины у вас нету черной, нормальной, такой плотной, то подойдет еще отлично кожа. То есть хорошая толстая кожа от ремня, например, идеально подойдет для того, чтобы амортизировать избыточные нагрузки при выстреле, вернее после него. Вот и все. Рукоятка закручена, она как бы стопорится в этом положении. Я думаю, очень будет удобно это все в пользовании. На тетиву я намотал рыболовную леску около миллиметра в диаметре. Это надо для того, чтобы тросик хорошо и легко скользил по направляющей, а также не слишком сильно застревал вот в этой вот части спусковой. Также я сделал спусковой крючок, который очень прост в работе. Он просто выталкивает из вот этой вот штуки саму тетиву, и она летит вперед, толкая перед собой болт. Здесь на краях я обмазал вот эту петлю и вторую тоже клеем ПВА с хромпиком для демонстрации ударной нагрузки, которая присутствует в этой части при выстреле. Видите, оно все поскалывалось, то есть тросик испытывает очень-очень большие нагрузки в этой вот части, и здесь именно он может порваться. Поэтому здесь желательно одеть ПВХ трубку. Я это забыл сделать в самом начале, когда делал петлю. Но если что-то с этой случится, или я буду делать новую тетиву, то я обязательно тоненькую ПВХ трубочку одену от капельницы сюда. И сюда точно так же. Так, чтобы тросик не был прорезан. Спусковой механизм очень-очень простой, как я сказал. Это кусочек алюминия, полосы алюминиевой, вырезаны и вставлены в проточку, которую я сделал с помощью бормашинки и 4-перой фрезы. До этого, естественно, я сделал отметочные отверстия в начале и в конце. Здесь я сверлил 2 отверстия, где сейчас толкатель находится, с помощью станочка сверлильного. То есть насквозь, и это было мне отличным ориентиром. Во-вторых, в нем получается отличная вертикаль по 90 градусов, как говорится. Это кусочек той самой алюминиевой полосы, из которой я вырезал спусковой крючок. То есть я отрезал кусочек, потом ножовкой раз сделал надрез, второй надрез.
И здесь точно так же вырезал. И вот такая вот фигура получилась. Ориентировался, естественно, уже по существующему углублению в этой вот штуке. Здесь, я думаю, видно, как установлена, получается, пружинка, толкатель, которая возвращает спусковой крючок в исходное положение. И шпилька, на которой он вращается. Пружинку можно и не ставить. То есть тут, я думаю, понятно и то, что при закладывании тетивы вот в эту штуку, спусковой крючок автоматом отогнется вниз и, в общем-то, спустится до нужного положения. Но я решил сделать вот так. Как вы видите, также здесь никакой сверхвысокой точности нету, да это и не требуется. Почему? Потому что люфт тут достаточно большой, он спокойно себе ходит, и усилие на него не слишком большое, и точность в таком узле не нужна высокая. То есть пружинка взята от обычной шариковой ручки. Обработано все внутри и возле самого этого места эпоксидной смолой. Также вот это вот гнездо тоже обработано эпоксидной смолой, подогрето и свежей эпоксидочкой обмазано. Нужно это для повышения прочности и износостойкости. Кстати, алюминиевая направляющая, вот этот уголок, была сверху зашлифована мелкой наждачкой, так чтобы тетива не испытывала сильного трения. Ось я вбил, это отрезок 3-мм прутка. Отверстие, кстати, тоже 3 мм. Это ПВХ трубка. Точно такие же применяются в капельницах. Можно купить в любой аптеке. Я отрезал кусочек и в длину его разрезал. Снял тросик, одел на одну петлю и на другую петлю также одел. Теперь это будет отличное гашение удара. Так, чтобы тросик не прорезался. Если эти штуки придут в негодность, их очень легко можно будет заменить. Когда-то у меня уже был арбалет с дугой из стеклопластика. Я его разобрал, в общем-то, на запчасти из-за ненадобности. И от него остались вот такие самодельные болты. Их калибр 6 мм. И теперь нужно будет здесь сделать специальную пружинку, дугообразную такую, для удержания болта, чтобы в любом положении выстрел можно было произвести. И просто так болт не мог выпасть. Я забыл упомянуть. Хвостовик рукояти, вот эту часть, мне пришлось подрезать, потому что, как вы заметили, она выкручивается. И эта часть мешала спусковому крючку. Потому мне пришлось убрать. Дерево мне также придется здесь, наверное, подрезать кусочек, так, чтобы все было аккуратно и эстетично. Вот, я, в общем-то, и сделал пружинку для удержания болта. Она сделана из шампура, который я отрезал. Загнул его в тисках с помощью молотка, просверлил отверстие под винтик, и, в общем-то, получилась вот такая конструкция. В самой деревянной части я сделал с помощью напильника проточку, так, чтобы он четко сидел на своем месте. О дуге я хотел бы сказать следующее. Сталь здесь используется миллиметровая. И, в общем-то, сила натяжения такая, что можно заряжать это руками. Этот арбалет больше предназначен для развлекательной стрельбы, нежели для охоты или рыбалки. Если кому-то захочется сделать охотничий арбалет, то сюда нужно будет еще пару стальных пластинок ставить, даже не полной длины, а где-то, чтобы доходили до середины одной дуги, половины дуги, то есть где-то до сюда и до сюда. И это очень сильно повысит мощность. Теперь, я думаю, есть резон испытать силу натяжения с помощью обычного кантера бытового. Сила натяжения составляет 13 килограмм. Мне этого будет абсолютно достаточно. А если недостаточно будет, то я всегда могу его усилить. Первое испытание, или как можно сказать тест, я решил сделать прямо здесь. Расстояние до мишени где-то полметра. Это набор гофрокартонных пластин.
Вот видны кончики стрел, 4 штуки. Количество листов пробитых получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 листов гофрокартона пробито. В общем-то, это довольно хороший результат, я так считаю. Лист гипсокартона 10 мм толщиной. Пробит насквозь. Там стоит 2 пенопластовых листа, а на них навешано на шпильку 2 пакета по 8 слоев гофрокартона. Ну вот, в общем-то, у меня получилось 3 попадания, и 1 раз я занизил и попал в пенопласт. Ну, почти можно сказать насквозь пробили, то есть вот есть кончики, торчат стрел, то есть я думаю, это нормально. Я буду стрелять с той же самой дистанции, но камеру я поставил ближе и приблизил немного. Стрелы я достал, те, которые попали в пенопласт, уходили под самый хвостовик. То есть на сантиметров 10 проникали внутрь пенопласта. Теперь я сделаю еще одну серию. Видите, я немножко привык, и теперь у меня получается стрелять кучнее. Когда я еще больше постреляю, думаю, будут результаты гораздо лучше. Я решил провести эксперимент, и теперь я выстрелю по жестяной консервной банке и по газобетонному блоку. Стрелять по бутылкам с такой штуки я не советую. Здесь наконечники сделаны из сырой стали, не закаленной. И они немножко помялись. Но это ничего, в будущем я их подровняю. Я думаю, все заметили, что арбалет отработал просто безупречно. То есть не было ни одной задержки, ни одной осечки, как это бывает с патронами Флабера. Оно, в общем-то, и понятно. Здесь зажигательный состав, который со временем может отсыревать или просто слеживаться. Эта же штука, она абсолютно безотказная. Очень-очень надежная, по-другому говоря, можно сказать. И, в общем-то, еще я хочу от себя добавить, что вот эти вот болты, они были под другой арбалет, более скоростной и менее мощный, чем этот разработанный. И, естественно, что под этот арбалет нужно делать стрелы гораздо более тяжелые, большего калибра, например, 8-7 мм, с более длинным острием, то есть более тяжелым и более длинным древком. Так, чтобы мощность самой дуги больше переходила к болту, а не нагружала тросик. В общем-то, из-за этого и произошла такая неприятная вещь, как трещина вот здесь небольшая, но я ее устраню. Вам советую использовать не клей ПВА, а резиновый клей. Это будет самое лучшее. И делать намотку гораздо более длинную, то есть еще тут сантиметр-два добавить, тогда надежность будет вообще колоссальная. Также я хочу поблагодарить всех тех, кто дождался это видео, потому что первые комментарии с просьбой сделать видео о арбалете
домашних условиях поступали еще более полугода назад. Так что вот, в общем-то, оно и вышло. Благодарю всех за внимание. Кому понравилось видео, не забудьте поставить палец вверх, а также делитесь видео, подписывайтесь на канал, будет много интересного и полезного. Всем удачи! Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Fra guerrieri può far bacco, grande stacchi, stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante.